Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 2 августа, выпуск экстренный промежуточный. Экстренный, потому что идет война, промежуточный, потому что посреди недели. На этой неделе будет 2 промежуточных выпуска, как я и обещал. В конце недели будут стабильно итоги недели с Сергеем Жирновым. Начинается, можно сказать, что уже начинается политический сезон. Лето традиционно, в принципе, во всем мире это затишье политического сезона. Я имею в виду в той части мира, где лето традиционно приходит, где на лето традиционно приходится пара отпусков. А в России август – это месяц политического движения. Практически всегда, еще раз подчеркну, всегда август в России месяц такой довольно интересный, довольно насыщенный, что касается политических событий. Поэтому мы с вами будем внимательно следить и наблюдать, и я буду комментировать некоторые события будем предвосхищать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, давайте. Самая громкая тема за время, прошедшее с нашего последнего выпуска, я имею в виду с нашего выпуска итогов недели, это пост Дмитрия Медведева в ВКонтакте, где он как собиратель земель русских выступил, рассказал, что будет восстанавливать Советский Союз, но он либо в российские власти, он являясь рупором, и предъявил претензии Казахстану, Грузии, да и вообще всем постсоветским государствам, предъявил такие жесткие претензии. И сказал, что после того, как закончат в Украине, начнут движение по, судя по всему, по воссоединению бывшего Советского Союза. То, что такие планы имеются, я уже говорил об этом неоднократно. Бывший президент России Дмитрий Медведев выступает в данном случае рупором Кремля. Запрос на этот пост поступил к нему уже довольно давно. Текст был написан. Вчера он был согласован, но единственное, что не было согласовано, это время подачи этого текста. Видимо, кто-то из помощников, как сейчас уже выясняют, кто именно, опубликовал текст без согласования времени и даты, и вышел небольшой скандал. Не дали отмашку в администрации президента, с кем консультировался. Для того, чтобы вы поняли, как все происходит, давайте я вам немножко объясню, как происходит коммуникация между референтами Дмитрия Медведева и канцелярией, не канцелярией, а обслуживающим персоналом Кириенко. Потому что запрос поступил от имени президента России Владимира Путина через Кириенко. Общался не напрямую Кириенко, общаются помощники Кириенко с помощниками Медведева. Кириенко с Медведевым довольно редко выходят на связь. И вот, видимо, в коммуникациях между помощниками возникло некое непонимание друг друга. Текст был написан, текст согласован лично Кириенко. Он прочитал без всяких правок, согласовал его. И единственное, что, еще раз повторяю, помощники не согласовали дату и время выхода. Самовольно опубликовали, вроде бы, еще раз подчеркну, есть такая информация, что Медведев дал отмашку на публикацию этого текста. В каком он был состоянии в тот момент, сказать довольно трудно, у меня на данный момент нет такой информации, но не исключаю, что был под хорошим шофе, был хорошо выпивший. Опять-таки, не буду клеветать зря. Клеветать на алкоголика довольно трудно, но не будем опять-таки настаивать на том, что был пьяный, когда дал отмашку. Но получилось, как получилось. Сейчас понятно, что будут пенять, и уже пеняют на то, что страница была взломана. Вызвало некое недовольство даже не столько в администрации президента, хотя там тоже, когда несогласованные вещи проводят
столь значимый в системе человек, как Дмитрий Медведев. Это тоже вызывает некую долю недовольства. И непременно и моментально сообщили президенту России Владимиру Путину. Тот был тоже крайне недоволен. Почему с ним не была согласована данная публикация? Потому что довольно серьезная публикация и ставит некоторые... расставляет некоторые нюансы в общении с руководством Казахстана, с руководством Грузии, которое на сегодняшний день всячески помогает России обходить санкции и мечтает просто современное грузинское руководство быть хабом по обходу санкций антироссийских, которые были введены со стороны Запада. Грузия играет, так, знаете, как... такая, грузинское руководство, вернее, не Грузия, я извиняюсь, конечно же, не Грузия, а грузинское руководство играет роль такой барышни, которая хочет дать всем и нашим, и вашим, и при этом быть хорошей для всех. Ну, так, конечно, не бывает. Дмитрий Медведев обрисовал реальную картину, как смотрит на перспективы российское руководство. Нет никаких сомнений, что мечтает Путин и российское руководство в целом создать бывший Советский Союз, даже не создать как-то, воскресить, да? Воскресить из мертвых бывший Советский Союз, конечно, в его искаженном виде. Невозможно создать прежний Советский Союз, в этом нет никаких сомнений. Возможно создать некую пародию, скорее так, кровавую пародию на Советский Союз, потому что завоевывать территории собираются кровью, и нет никаких сомнений, что если режим путинский сохранится, то эти планы будут реализованы при президенте Путине или вне президента, или без президента Путина, но планы могут быть реализованы, могут быть. Почему раздулся такой скандал, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, в довольно грубой форме, не очень ласково, но позиция российского руководства в этом тексте, тем более текст, еще раз я повторяю, был заказной. Там Медведев, в принципе, описал с точки зрения руководства все правильно. Почему разгорелся настолько большой скандал? Ну, это уже дело такое, дело пятое, что называется. Так. Теперь давайте вернемся к другим баранам. К барану президенту России Владимиру Путину. Его, конечно, называть Путина бараном – это обзывать баранов. Но вот президент России опять решил окунуться в мистику, окунуться в... Ну, в принципе, его опять-таки можно понять. Впереди распутье, впереди принятие некоторых довольно острых и ключевых решений. На фронте затишье, нет возможности переломить ситуацию на фронте. Российская армия уже не располагает достаточным количеством вооружений для того, чтобы переломить ситуацию, а украинская армия еще не располагает достаточным количеством вооружений для того, чтобы переломить ситуацию. Понятно, что такой статус-кво не очень устраивает президента России, ему нужна большая определенность, и вот за большей определенностью этот не вполне вменяемый человек, как на мой взгляд, обращается к потусторонним силам. Очередной раз. Я уже, опять-таки, наши уважаемые зрители и слушатели, которые постоянно слушают наши выпуски, знают, что президент России обращается к шаманам, обращается к гадалкам, обращается к экстрасенсам, обращается к старцам. Очередного старца, что называется, подогнал президенту Юрий Ковальчук, он любитель таких дел, так же, как и президент. Старец тоже наобещал много всего интересного. Глупость полная. Ну, президента приободрил, и, видимо, основная цель была именно в этом. Также был в ночь с 31 на 1 число совершен псевдо-черномагический обряд с привлечением каких-то там деятелей культа. В резиденции президента было принесен в жертву, белый филин, а в Крыму одновременно проходил обряд, и там принесли в жертву, по крайней мере по сообщению
президенту России Владимиру Путину, ему сообщили, что принесли в жертву человека. Человека там вроде бы подростка. Я не буду опять-таки выдаваться в подробности, у меня нет четкой и полной информации, равно как ее и не дали и президенту России Владимиру Путину, но сказали, что был эффективно проведен, в высшей степени эффективный черномагический обряд. Это, конечно, глупость полная, мы с вами прекрасно понимаем, насколько это идиотская ситуация. Но вот президент России Владимир Путин немножко ободрился, ему пообещали опять-таки то ли вечную жизнь, то ли что-то в этом роде, и прекрасное здоровье, и многочисленные победы, в том числе на фронтах. Каким образом псевдо-черномагические силы собираются побеждать за президента России Владимира Путина и за российские вооруженные силы на фронтах, пока не очень понятно, но, видимо, какой-то план у них есть. Это, конечно, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Но выглядит, конечно, как полный идиотизм, полнейший. Ядерная держава, а президент окунается все больше и больше в какое-то безумие, просто безумие. И другими словами, это просто никак не назовешь. Так, давайте опять-таки вспомним живого Чубайса, который находится в реанимации в одной из европейских клиник, как передают информационное агентство. Мы рассказывали о том, что Патрушев утвердил список очередной у президента России Владимира Путина. В этом списке он указал лиц, которые, по его мнению, в той или иной степени причастны к покушению на него. Я имею в виду на Патрушева. Мы рассказывали, что на Патрушева было покушение. Покушение действительно было. Это гарантированно. У меня есть полная, четкая, понятная информация. Мы располагаем полным спектром. И понимаем полностью, что произошло и как, на каком этапе было действительно отравление. Тот список, что предоставил он президенту России Патрушев, это Филькина грамота, из тех, которые там указаны, ни один человек не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к покушению. Это скорее сведение старых счетов, попытка вывести из игры ключевых игроков из нескольких так называемых башен Кремля. И, извиняюсь, ладно, не буду говорить грубых слов, сведение счетов, на этом и остановимся. В список попал как раз и Чубайс. Были в этом списке и те люди, которых не любит лично президент России Владимир Путин. Они были включены для того, чтобы придать значимость в глазах президента этому списку, для того, чтобы Путин проникся и понял, что в этом списке действительно форменные негодяи, которые действительно желают смерти не только Николаю Платоновичу Патрушеву, но и Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, что основной смысл включения 2-3 лиц в этот список был именно в этом. По всему списку там, по-моему, 18 человек. Мы его опубликуем уже в ближайшее время у нас в резервном телеграм-канале. И, несомненно, обсудим с вами, кто эти люди и почему они попали в этот список. По Чубайсу, скорее всего, было не отравление, а действительно плохое состояние здоровья, потому что, зная, как работает система, зная, как готовит спецоперации Патрушев, это все дело не быстрое, и столь быстро сработать российские спецслужбы, просто, видимо, не успели бы. Видимо, я еще раз подчеркиваю, стопроцентной информации по этому поводу нет. Но президенту России Владимиру Путину был доклад от одной из спецслужб о том, что Чубайс не жилец. В чем это будет выражаться и как это будет происходить, я думаю, что мы увидим. Почему так уверены люди, предоставляющие такой доклад Владимиру Путину. Но опять-таки надо сказать, что у Владимира Путина тоже иногда будет заблуждение, выдавая желаемое за действительное, спешат порадовать, а то, что он потом в конечном итоге огорчится когда-нибудь, наверное, хотя навряд ли. Но об этом уже никто не думает. Так, за тот небольшой промежуток времени, что прошел с нашей предыдущей встречи, фактически все мы обсудили происшествие. То, что будет еще происходить, мы с вами обязательно еще обсудим. Я думаю, что мы с вами теперь увидимся, услышимся в пятницу, будем выходить чаще.
Если вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Мы будем знать, что вам нравится, и будем делать такие ролики для вас чаще. Если есть возможность и желание помочь нам, есть подписка на наш Patreon. Не забывайте, подписывайтесь. Там довольно простой алгоритм подписки. Если есть желание помочь, есть криптовалютные кошельки. Есть подписка на спонсирование нашего канала в YouTube. На сегодня это все. Мы вас любим. Это искренне. Всего доброго. До свидания.